Медведица принесла к дому женщины странный сверток. Когда она открыла его, то закричала от ужаса. Холодное осеннее утро в глухой деревне началось с тревоги. Баба Надя, прожившая всю жизнь на краю тайги, привыкла к тишине леса. Говорили, она понимает зверей. Иначе как объяснить, что к ее дому часто выходили лисы, олени и даже волки, не проявляя страха? Но в тот день тишину разорвал тяжелый, глухой удар в дверь. Сердце старушки сжалось. Таежные гости редко стучатся. Она медленно подошла, отодвинула засов и приоткрыла дверь. И замерла. На пороге стояла огромная медведица. Ее мощное тело покрывал иней, дыхание было тяжелым, а в глазах читалось нечто странное. Не угроза, а будто просьба. Надежда узнала ее сразу. Много лет назад, еще молодой, она нашла в лесу маленького медвежонка, попавшего в капкан. Тогда, рискуя жизнью, она освободила его, обработала рану и отпустила. С тех пор иногда в чаще мелькала тень. Большая медведица, которая никогда не подходила близко, но всегда наблюдала. И вот теперь она стояла прямо у двери. В лапах зверь держал странный сверток, старый промасленный брезент, туго перевязанный веревкой. Медведица сделала шаг вперед, осторожно опустила его на землю у самых ног женщины и вдруг тихо выдохнула почти по-человечески. Ни рычания, ни угрозы, только этот странный взгляд. А затем она медленно отступила назад и скрылась в тумане между деревьями. Надежда еще несколько секунд стояла неподвижно, не в силах пошевелиться. Затем опустилась на колени и осторожно притянула к себе сверток. Он был тяжелым и холодным. Руки дрожали, когда она начала разматывать ткань. Слой за слоем. Старая грязь, запах сырости и вдруг кожа. Старый кожаный портфель. Женщина замерла. Сердце пропустило удар. Она узнала его сразу. Этот портфель принадлежал ее мужу, Ивану. 20 лет назад он ушел в тайгу и не вернулся. Его искали неделями, прочесывали лес, звали, надеялись, но не нашли ни следа. Со временем люди смирились, только не Надежда. Она бережно раскрыла портфель. Внутри все было на удивление хорошо сохранено, будто все это время он лежал в сухом укрытии. Там были документы, старые письма и аккуратно завернутый в тряпицу маленький деревянный медвежонок. Игрушка. Надежда тихо вскрикнула и прижала ее к груди. Она вспомнила. Иван вырезал эту фигурку долгими зимними вечерами. Тогда их дочь только ждала ребенка. Он хотел подарить ее будущей внучке, но так и не успел. Слезы сами покатились по щекам. Столько лет неизвестности, столько боли. И вдруг ответ. Пусть не полный, но достаточный, чтобы понять. Он думал о семье до самого конца. Надежда медленно поднялась и посмотрела в сторону леса. Туман все еще стелился между деревьями. И на мгновение ей показалось, что в глубине чащи мелькнула темная тень, та самая медведица. Будто она все это время хранила этот портфель или нашла его там, где человек уже не мог, и принесла именно сейчас, когда это было нужнее всего. Надежда тихо кивнула в сторону леса. «Спасибо», – прошептала она. Ответа не было, только ветер прошелся по верхушкам сосен. Но в этот момент она впервые за долгие годы почувствовала странное облегчение, будто тяжелый груз, который она несла все эти годы, наконец отпустил. Иногда лес не только забирает, иногда он возвращает и помнит добро.